И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 27 марта, и сегодня традиционный вечерний обзор. Немножко, естественно, событий с фронта. Но, честно говоря, больше всего меня сейчас заботит совершенно другая проблема, о которой мы с вами поговорим в конце. Именно из-за нее я сегодня так задержался, потому, извините, но действительно проблема очень и очень важная. Но для начала все-таки, что происходит на фронте? Ну, собственно говоря, то, о чем мы с вами говорили. На киевском направлении, на черниговском направлении, на южном направлении идет оперативная пауза. Российские войска перестали здесь проводить наступательные операции. Наступление губернатора Кима на Херсон пока не состоялось, но насколько мне известно, к нему он готовится, и насколько мне известно, ничего хорошего у него из этого не выйдет. Итак, с этими направлениями понятно. Что у нас на главных направлениях? Опять же, согласно данных моих уважаемых зрителей, которые, к сожалению, теперь очень многие уже следят за боевыми действиями, по сути, из окон своих домов, фронт со стороны Изюма движется на юг. И сегодня днем бои происходили в районе населенного пункта Долина. Не знаю, чем они закончились, но это, по сути, единственный более-менее удобный рубеж обороны, который остался в руках вооруженных сил Украины от Изюма по направлению к Славянску. Также российские вооруженные силы постепенно расширяют свой плацдарм по направлению к Барвенково и на запад вдоль реки Северский Донец. То есть здесь происходит примерно то, о чем мы с вами говорили и чего ожидали вчера-позавчера. Также навстречу этой группировке постепенно прорывается народная милиция Донецкой Народной Республики из района Горловки. Также она за сегодня прошла пару километров. И для того, чтобы ускорить операции на этом направлении, также сегодня пришли сообщения, что на Донбасс зашли в том числе и новые колонны российских войск, которые, вероятнее всего, появятся либо здесь, либо в районе Курахова. Также постепенно добивается Мариупольский котел. Вооруженные силы Украины сосредоточены в промышленной зоне. Многие из них пытаются прорваться, переодеваясь в гражданскую одежду, но далеко не всем это удается, хотя я думаю, что многим все-таки удается. В целом это уже, как мы говорили ранее, агония, которая может продлиться некоторое время. И также следует ожидать, что в ближайшее время большинство частей, которые принимали участие в штурме Мариуполя, также будут переброшены на север и дальше будут развивать наступление на север с целью замкнуть окружение вокруг Большого Донбасского фронта. И благодаря народной милиции ДНР, разрезав сразу ее на две части. Это что касается военной службы. На этом теперь точно все. До свидания и до завтра.